Всем доброго времени суток, на связи, как всегда, с вами Злата Метлушка, и сегодня мы поговорим о стрептокарпусах, о том, почему же их прекрасные листья повисают на горшках как тряпочки. Стоит ли этого бояться или не стоит? Стоит паниковать или это вполне нормальное явление? Итак, мы с вами разберем несколько ситуаций, в каких стоит, значит, что-то, какие-то меры принимать, что это уже опасно для растений, а в каких это, можно сказать, норма. Итак, начнем с вами с первой ситуации. Первая ситуация, когда у нас пересох грунт. Пересох грунт, это когда может быть? Это может быть летом в жаркую погоду, это может быть батареи, да, то есть от батареи идет такой сухой воздух, и грунт пересыхает. В этом случае, если у нас листья стрептокарпуса повисли, это нормально. Если вы его долго не поливали, то стрептокарпус восстановится буквально сразу же после полива. Это не опасная ситуация. То есть это нормально для стрептокарпуса, когда вы его долго не поливали, и такая реакция на отсутствие полива. Дальше, следующий момент, уже более опасная ситуация, когда вы долго не поливали, когда настолько уже листья потеряли тургор, что практически из них ушла вся вот эта вот сочность листа, да, ушла. В этом случае мы как можем помочь растению? В этом случае нам дополнительно необходимо его опрыскать и поместить в тепличку, чтобы восстановление растений, чтобы, во-первых, помочь растению быстрее восстановиться и как быстрее избежать вот этих вот всяких негативных последствий в виде ослабления растений. Такая ситуация, почему вредна для растения? Потому что оно его истощает определенным образом жизненные силы растения. И, конечно же, допускать до такого состояния растения ни в коем случае нельзя. Поэтому моя рекомендация: установите режим полива. Как его установить? То есть вы понаблюдайте, за какое время у вас просыхает горшок. За 1 день, за 2 дня, за 3 дня. То есть это может зависеть от плотности грунта и от сухости самого воздуха. Поэтому обратите на это внимание. Если вы долго не поливаете растения, то это может тоже привести к его гибели. Вторая ситуация. Тоже не страшная, тоже нормальная ситуация, когда у вас стрептокарпус находится на прямом солнечном свете, на прямых солнечных лучах в жару, и эти испепеляющие солнечные лучи прям вот обжигают листья, и они буквально плавятся под этим солнечным светом и жаркими этими лучами. И если вы понаблюдаете, если вы знаете, что я вроде полила уже стрептокарпус, но листья все равно повяли, вы увидите, что вечером листья снова восстановятся. Поэтому что я хочу во второй ситуации сказать, когда именно от прямого солнечного света, этой жары вянут листья, необходимо в такую погоду листья все-таки, стрептокарпус необходимо все-таки обязательно притенять. Обратите тоже на это внимание. Это тоже не опасная ситуация. Листья стрептокарпуса быстро восстанавливаются. Это не вредно для растений, если это не происходит систематически. Вы должны понимать, что если какое-то нарушение в уходе становится систематическим, оно становится опасным для любого растения. То есть это подрывает его жизненные силы и его иммунитет. Это то же самое, как и у людей. Да, если мы постоянно находимся в стрессе, а для растения любые изменения – это обязательно стресс, то, естественно, это тоже подрывает наши силы. Итак, следующая ситуация, третья. Данная ситуация очень распространенная, и она представляет собой опасность и угрозу прямую для жизни растений, если она сильно усугубляется. Это залив. Значит, у меня есть отдельное видео по поводу залива растений, как его не допустить. И основные причины залива вы можете посмотреть, ссылочку вверху, переходите по ссылочке и смотрите более подробно видео. Значит, почему это самая распространенная у нас ситуация залива, да? Не только стрептокарпуса, но и других растений, это от большой любви. Почему-то вот всегда случается от большой любви, к сожалению, когда вы
постоянно ходите возле растения, вам кажется, что ему чего-то недостаточно, что оно полито, недополито, и вот вы ходите и постоянно с лейкой возле него. Это опасно, очень опасно. Вы можете этим самым погубить растение, поэтому остановитесь и обязательно настройте режим полива растений, как я уже говорила в первой части этого видео. Итак, значит, если вы знаете, как определить залив, вот быстро, да, что вы поливали растение недавно, смотрите, у вас обязательно проверяйте, даже если у вас просто повисли листья, вы обязательно всегда проверяйте влажность грунта. Пальцем трогаете грунт прям туда глубоко. Если грунт влажный и листья растения тургор не восстанавливается, значит вы залили растение. Залив может быть разной степени. Если растение быстро восстанавливается, да, то есть надо будет просушить обязательно грунт. И если у вас растение быстро восстанавливается, значит залив был незначительный, просто вам в дальнейшем не стоит этого допускать. То есть увеличить промежуток времени между поливами, да, обязательно стоит. Вот. Значит, если случилось так, что, например, только в середине листья у вас сохраняют тургор, а листья по краям бывает так, что они отмирают. Это тоже свидетельствует о том, что в какой-то момент у вас тоже был залив. Вам тоже необходимо просушить грунт и установить режим полива в данном случае. Значит, залив, он всегда опасен для растений, он может привести к гибели, поскольку гибнет корневая система, основной орган растения, за счет которого оно получает все питание и воду, да. Поэтому если гибнет, отмирает часть корневой системы, это отражается, естественно, на состоянии растения. Значит, вот основные причины, по которым они очень просты, да, их очень просто определить, просто понаблюдать за растением, в результате которых вянут листья стрептокарпуса. Но еще я в литературе встречала, конечно, много других вариантов, с которыми я как бы не совсем согласна. Да? Всегда есть какая-то глубинная причина. Вот эти первоначальные причины, они могут перерасти, например, в связи с тем, что растение ослаблено, может дополнительно присоединиться к этому поражению вредителями или какие-то другие дополнительные болячки и заболевания. Поэтому ни в коем случае состав грунта не может на это влиять, да? Может, это тоже, если вы сильно уплотнили, например, грунт, да, то есть вы его туда прямо вот затолкали, то, естественно, это что у нас приводит к чему? К заливу, потому что горшок не просыхает, нету воздуха в земле, да? Вот, пожалуйста, тоже ведет к заливу это. Тоже причина того, что листья теряют тургор. Еще одну причину я как бы встречала в интернете, это заражение вредителями, в том числе мучнистым червецом. Но я думаю, что я, во всяком случае, с этим не сталкивалась, но я думаю, что заражение в данном случае должно быть уже очень сильное. То есть уже очень сильное, когда, наверное, растение уже нужно выбрасывать. Потому что на начальных стадиях заражения мучнистым червецом, когда растение можно вылечить, да, то есть это может очень незначительно отражаться на внешнем виде растения, особенно на тургоре листа. Поэтому учтите это обязательно. Не забывайте, что со мной уход за растениями это очень просто и понятно, всегда доступно, экономит ваше время. Подписывайтесь, не забывайте на мой канал. Жду вас всегда очень в гости и до новых интересных встреч.